В то утро, день, который армии по всему миру запомнят надолго, шокирующие новости хлынули из южнокорейских СМИ. Ви из BTS официально купил роскошный пентхаус в Чхондамдоне, оплатив его наличными. Эти слова прозвучали как взрыв в тишине. В течение нескольких минут социальные сети наполнились комментариями, аналитикой, домыслами и возгласами восхищения. Хэштег «Решетка Тайкак Пентхаусе» мгновенно стал мировым трендом. Никто не ожидал, что эти двое участников BTS, известные своими теплыми и скромными характерами, внезапно примут такое важное решение и приобретут один из самых дорогих объектов недвижимости в Сеуле. Что еще более удивительно, их способ оплаты не был длительной рассрочкой или банковским кредитом. Это были прямые наличные, без задержек и условий. «Только представьте», — написал один из пользователей Twitter, «пока я все еще пытался заплатить за свой пансион, эти двое сразу же заплатили за пентхаус стоимостью в десятки миллионов долларов, как за закуски». Но для армии это достижение было не только деньгами. Это символизировало то, как упорный труд, жертвенность и упорство двух молодых людей, которые когда-то только мечтали стоять на сцене, теперь стали реальностью. От детей, репетировавших в маленькой комнате, до нынешних владельцев роскошной недвижимости в самом сердце Сеула, этот путь был эмоциональным. СМИ охотились за подробностями. Не только об астрономической цене пентхауса, но и о том, как Тэхён и Чингук пришли к решению купить его вместе. Было ли это просто инвестицией? Или был более глубокий эмоциональный смысл? За кулисами только они двое действительно знают. Но ясно одно – этот шаг снова вернул их имена в заголовки не из-за скандала или дешевых сплетен, а из-за монументального достижения. Ныне популярный пентхаус расположен в Чхондамдоне, районе, давно известном как пристанище самых богатых южнокорейских конгломератов, знаменитостей класса А и общественных деятелей. Этот район – не просто место жительства, но и символ социального статуса. Здание, где расположен пентхаус, известно как PH-129 ультрароскошный жилой комплекс, который могут себе позволить лишь избранные с необычайным богатством. Внешние стены здания сверкают на солнце, отражая свет, словно драгоценные камни. Даже издалека ощущается его исключительность. Площадь пентхауса, который приобрели Тэхён и Чингук, составляет 273,96 квадратных метра. Для многих это больше, чем целый этаж небольшого офисного здания. При входе жильцов сразу встречает просторная гостиная с высокими потолками, большими стеклянными окнами, открывающими панорамный вид на Сеул, и современным интерьером, сочетающим элегантность и уют. В квартире 5 спален, каждая из которых оформлена в своем стиле. В главной спальне есть собственный балкон с видом на реку Хан-Вит, который остается захватывающим даже ночью, когда сверкают огни города. Остальные комнаты можно оформить в индивидуальном стиле, для гостей, рабочих мест или просто для отдыха. Помимо спальни, в пентхаусе также есть отдельная музыкальная комната. По словам агента по недвижимости, одна из причин, по которой они двое сразу влюбились в эту квартиру, заключается в том, что ее можно превратить в мини-студию звукозаписи. Для Тэхена и Чингука музыка – это их жизненная сила, поэтому иметь выделенное пространство для творчества дома – это мечта, ставшая реальностью. Общие удобства в здании также исключительны. Здесь есть крытый бассейн, полностью оборудованный фитнес-центр, спа и даже круглосуточная охрана. Соседи. Шутка ли, в этом здании уже жили легендарные актеры, спортсмены мирового класса и даже крупные конгломераты. Теперь две звезды BTS официально присоединились к этому элитному кругу. Многие задаются вопросом, почему они решили купить такую большую недвижимость? Было ли это инвестицией или это планировалось как постоянное место жительства? Некоторые армии даже предполагают, что этот пентхаус может стать местом для уединения двоих после многих лет напряженного, беспощадного графика. С другой стороны, покупка за наличные также демонстрирует прочность их финансового положения.
Никаких долгих переговоров, никаких кредитных процедур, только твердое решение, подкрепленное полной уверенностью. «Это не просто дом», – писала статья в корейском деловом журнале, – «это заявление». Двое молодых людей, когда-то известных лишь своими большими мечтами, теперь действительно живут этим. Чтобы по-настоящему понять значение покупки этого пентхауса, мы должны оглянуться назад, во времена, когда все эти мечты были еще далеки от осуществления. Тэхин родился в Тэгу, Чингук, в Пусане. Два города, которые, несмотря на свои размеры, все еще далеки от шума и суеты Сеула. Их детство было не историями роскоши, а скорее простыми историями детей, полных мечтаний. Тэхин вырос в скромной семье, часто рассказывая истории о том, как когда-то он мечтал стать фермером, потому что его семья владела землей в деревне. Но искусство было сильным в его жилах. Его школьный учитель музыки разглядел большой потенциал в его игре на саксофоне. Эта поддержка побудила его попытать счастье в мире музыки. Тем временем Чингук был известен как энергичный мальчик, который любил танцевать. Он провалил несколько прослушиваний, но это не заставило его сдаться. Когда его наконец приняли в качестве стажера Big Eyed, он был еще слишком юн, всего лишь подросток, который даже не знал суровости корейского мира развлечений. Их дни в качестве стажеров были наполнены потом, слезами и борьбой. Бывали моменты, когда они сомневались в себе. Бывали моменты, когда денег на еду не хватало, сна было мало, а усталость была неизбежна. Но именно тогда прорастали семена единения. Тэхён и Чингук научились поддерживать друг друга. Эти двое были не просто партнерами по тренировкам, но постепенно стали лучшими друзьями, которые делились мечтами. Они спали в маленьких комнатах с другими участниками, делили простую еду и даже успокаивали друг друга, когда тренер ругал их. Когда BTS наконец дебютировали, никто не ожидал, что они станут мировым феноменом. Первые годы были трудными, маленькие сцены и аудитория, которую можно было пересчитать по пальцам одной руки. Но постепенно их преданность делу окупилась. Их музыка выходила за рамки, их тексты находили отклик у многих, а их харизма была неудержима. Сейчас, спустя более 10 лет после дебюта, эти два молодых человека, у которых когда-то были только простые мечты, стоят на вершине мировой музыкальной индустрии. Они не просто айдолы, но и культурные иконы, послы искусства и даже вдохновение для миллионов. И сейчас решение купить суперроскошный пентхаус за наличные ощущается не столько как сделка, сколько как символ долгого путешествия. От тесной комнаты стажера до современного дворца в Чхондамдоне. Контраст заставляет любого, кто следит за их историей, не сдержать эмоций. Многие спрашивают, как Тэхён и Чингук решили купить пентхаус вместе. Ответ прост. Потому что они не просто коллеги, а семья.